Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Ох уж эти тесные проходы. Давайте признаем, что Чингуку просто жизненно необходимо касаться Тэхёна. Девятое место. Поведение пары. Любовь – это одни наушники на двоих. Чунгук написал: «Когда ты сказал, что любишь меня и принял мою любовь, я уверил тебя, что не могу желать ничего большего». Чунгук написал эти строчки из песни, которая им обоим нравилась, в дневнике Тэхёна, и добавил кучу смайликов. Тэхён был настолько тронут этим моментом, что даже ушел подальше от камеры. Восьмое место. Приватные разговоры Чингука и Тэхёна. Тэхён сказал: «Чонгук, когда ты закончишь эфир?» Чонгук ответил Тэхёну: «Я еще посижу». Но Тэхёна это не устроило, и он продолжил: «Неужели? Ну тогда позвони мне потом». Чонгук спросил: «Я не понимаю, зачем?» Тэхён ответил: «Для приватного разговора». И тут происходит самое палевное. Чонгук сразу же говорит: «Я думаю, мне нужно заканчивать эфир прямо сейчас». Чонгук оперативно все свернул. Разговор, видно, был важный. Должна признаться, если бы Тэхён сказал мне что-нибудь таким томным голосом, я бы тоже все выключила. Да и любым голосом. Ты можешь сделать что угодно для Тэхёна, даже не спросив второй раз. Седьмое место. Тот самый момент, когда Хосок спалил этих двоих. Я все еще думаю об этом. Тэхён сам поправлял руками их куклы, чтобы получился поцелуй. Шестое место. Я вам напоминаю, с каким лицом, полным нежности, умиления и обожания Чонгук смотрит на своего парня. Это так мило. Взволнованный Чонгук по поводу местонахождения Тэхёна так опьяняет, и Тэхён раскачивается как кинозвезда в своих солнцезащитных очках Селин, чтобы утихомирить его. Я просто не могу с них. Когда вы смотрите на фото в верхнем левом углу, пожалуйста, обратите внимание на постановку ног Чонгука, потому что от этого и сидящего на нем Тэхёна у меня кружится голова. Чонгук боксирует, сгибается и прихорашивается. Это ваше классическое поведение мужчины-павлина. Он тоже знает своего парня. Я смотрела это сегодня миллиард раз, и, возможно, посмотрю еще миллион до конца дня. Их взгляды друг на друга были бесценны.
Раз я начала эту тему, то я хочу продолжить. Кто такой мужчина-павлин? Почему парни хвастаются перед объектом внимания? Моменты, когда Чонгук чисто павлин, распускающий свой хвост перед Тэхёном. Чтобы понять павлина, нам нужно понять мужчин, как они производят впечатление на объект своего внимания и почему некоторые парни такие милые. Чтобы это понять, нужно сначала узнать, что такое павлин. Павлин происходит от поведения одноименной птицы. Самцы павлина щеголяют собой и своим декоративным оперением всякий раз, когда самка павлина находится в непосредственной близости от них. Они выпячивают грудь, распускают свой красивый веерообразный хвост и расхаживают, как бы говоря: «Посмотрите на меня». Теперь мужчины буквально не хватают горсть перьев и не начинают носить их. Это было бы просто странно, но они следуют той же модели поведения. По сути, они хвастаются, чтобы произвести впечатление на объект своего внимания. Метод заключался в ношении привлекательных предметов одежды. Используя это наблюдение, ученые-бихевиористы придумали термин для описания экстравагантного поведения мужчин, когда поблизости находится кто-то, кто им нравится. Некоторые мужчины делают это физически, закатывая рукава и демонстрируя свои накачанные бицепсы или впечатляющие грудные мышцы. Другие мужчины, которые могут не так часто ходить в спортзал, могут использовать свою индивидуальность. Почему мужчины ведут себя как павлины? С эволюционной точки зрения, павлинье поведение – это поведение, принятое самцами разных видов, чтобы увеличить свои шансы на привлечение партнера. Это делается для того, чтобы произвести впечатление на ближайших самок и убедить их стать парой. Так что, пока павлины и другие птицы расхаживают и демонстрируют свои перья, лягушки надувают подбородки, рыбы переливаются разными цветами, гориллы бьют себя в грудь, а люди ведут себя лучше, чем обычно. Пятое место. Чонгуку нравится прижиматься к Тэхёну. Тэхён абсолютно не против. У них это взаимно. Немного отвлечемся. Корейские фанаты сообщили, что 1 марта Чонгук будет повышен до рядового 1 класса в армии, и в ознаменовании этого они призывают всех купить его альбом Golden и, конечно же, стримить песни на всех доступных музыкальных площадках. Четвертое место. Чонгук такой джентльмен, когда дело касается Тэхёна. Чонгук сказал: «Попроси его остановиться, если увидишь место, которое тебе понравится». Тэхён спросил: «Мы правда можем?» Третье место. Это так недооценивают. То чувство, когда Тэхён буквально за одни сутки отправил всех вигукеров прямиком в рай. Напомню, 19 октября Тэхён пришел пьяненький на эфир, откровенно скучал. Чонгук как раз был в Японии, слушал печальные треки, потом вдруг решил поговорить о Чонгуке, включил нам песню в исполнении Чонгука, которую тот Тэхёну часто поет. Чуть позже Тэхён приходит на Виверс в очень хорошем настроении и разговаривает с человеком за кадром, который по голосу очень похож на Чонгука. На тот момент он уже благополучно вернулся в Корею. И вот под конец Тэхён проводит эфиры с постели, только проснувшись, или вообще не спав. Причем на эфире очень четко слышно дыхание другого человека.
Ну и бонус. На эфире перед уходом в армию Тэхён сказал, Чунгук и Намджун должны исправить свой храп. Чунгук спрашивает, а как ты узнаешь, храпишь ты или нет? Тэхён отвечает, я раньше посылал тебе голосовое с твоим храпом. Очевиднее, я считаю, быть просто невозможно. Помните, когда Тэхён приложил руку к губам Чунгука, чтобы он поцеловал его, а затем коснулся своих? Еще один косвенный поцелуй. Боже мой! Тэхён посылает воздушный поцелуй в сторону Чунгука. Это уже какой раз я замечала. Я помню, как одна девушка сказала, что видела целующийся Тэгук возле фонтана Беладжио, и люди начали хейтить ее и обвинять во лжи, но затем их фотографии появились возле фонтана. И вы также можете увидеть балкон, где она сказала, что стояла в тот момент. Также она прекрасно описала одежду Чунгука. Рассказ от нее. Я увидела двух парней внизу балкона, и они были в черных масках. Я подумала, это туристы, но они общались на корейском. Они целовались с маской, и это было больше похоже на поцелуй в губы. Я подумала, это Хасок, но потом он снял маску, и я увидела пирсинг, как у Чунгука. Затем Тэхён снял очки, и на нем была коричневая шапочка. Чунгук был в черной панаме и пиджаке. Они долго целовались, общались и обнимались. Она сказала, что Чунгук такой прилипчивый, с ним шел их менеджер. То, как Тэхён всегда щупает мышцы Чунгука. Второе место. Тэгук слушает песню, которая называется «Положи голову на мое плечо». И это всегда напоминает мне о них. Текст песни. «Положи голову на мое плечо, обними меня, малыш, прижми меня так крепко, покажи мне, что ты меня любишь. Прикоснись своими губами к моим. Хочу, чтобы ты поцеловал меня разок, малыш. Просто поцелуй на ночь. Возможно, ты и я влюбимся друг в друга». Слушая эту песню, Тэхён, вероятно, скучал по Чунгуку, вспоминая все объятия и поцелуи с Чунгуком. Тэхён однажды сказал, что ему часто снится Чунгук. Я предполагаю, что пока Чунгук далеко, Тэхёну еще чаще стал сниться Чунгук. Первое место. Фанат написал, если ты любишь Тэхёна, то отправь воздушный поцелуй. Это уже не первый раз, когда Чунгук делает что-то такое громкое и безумное. Теперь все на своих местах. Да, это так откровенно. Он столько раз уже признавался в этом. Из похожего его также попросили похлопать, если Тэгук пара, и он похлопал. Они половинки единого целого. Такая красивая пара. То, как Тэхён потянул руку Чунгука к себе.
то, как Тэхён подошел к Чингуку и крепко обнял его, а потом прижал его руку к себе. Это так нежно. По словам Чингука, он любит есть гречневую лапшу и смотреть аниме. Все мы знаем, как Вигу любят смотреть аниме вместе и кушать лапшу. Это будни Тэгу. Они даже учили язык жестов по аниме. Любимое увлечение Чингука и Тэхёна – кулинария, спорт, игры, дорама и аниме. Помните, когда Тэхён сказал, что играет в игры с друзьями, и Чингук тоже тут? На премьере Dream Тэхён был в коричневом кожаном жакете. Жакет называется Чонте. Это интересно. Этот жакет Тэхёна из коллекции Чонте Ким. Именно этот жакет есть только в Лос-Анджелесе, а жакет из февральской коллекции. Так что, кто ездил в Лос-Анджелес после этого февраля и купил для него жакет? А Чингук после премьеры провел эфир, где первым делом, что он включил, это тот самый ост из игры и слушал его 5 раз подряд. Еще сказал, что он не собирается переключать на другую песню и говорит, что последнее время слушает только эту песню. Главного героя этой ролевой игры зовут Ви. Наш Чингук слушал в эфире этот саундтрек под названием «Я хочу остаться в твоем доме». Держу пари, они играли в эту игру тогда, когда Тэхён говорил, что играет в игры с друзьями и Чингуком. А пиджак коричневый, как был на премьере у Тэхёна. Вот это прям совпадение. В прошлом году Чингук сказал: «Мы играем в игры до самого рассвета». Они были одеты, как полуночное солнце и луна, а одежда многое значит, и они точно ее сами выбирали. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!